Здравствуйте, дорогие друзья! Применяете ли вы семена укропа? Знакомый всем с детства ароматный укроп всегда находит место на кухне, кулинарное применение зелени распространено повсеместно. Но не все знают, какую пользу для здоровья несут семена укропа. Лечебные свойства и противопоказания должен знать каждый человек, так как прием такого средства способен уладить многие проблемы в организме. Укроп, благодаря своему особому пикантно-ароматному вкусу, пришелся по душе многим людям. Пища, в которую добавлена укропная зелень, не вызывает метеоризма, ветрогонные свойства помогают при повышенном газообразовании и облегчают состояние. Помимо кулинарного использования, укроп и его семена применяют для лечения, которое приносит массу пользы. Польза семян укропа. Нормализация артериального давления. Семена из укропа способны благотворно влиять на состояние всей сердечно-сосудистой системы. В частности, повышать эластичность кровеносных сосудов, одновременно с этим укрепляя их. Нормализовать сердечные ритмы. Это приводит к стабилизации давления. Повышение аппетита. Это свойство семян укропа известно кулинарам. И они с удовольствием используют его. Но его же можно применять и в других целях, лечебных, когда у больного очень плохой аппетит из-за физиологических расстройств или же психоэмоциональных проблем. Желудочно-кишечный тракт. Улучшение выработки желудочного сока, а также приведение показателей его кислотности к нормальным, что очень полезно как при гастрите или язве, так и для их эффективной профилактики. Выведение токсинов и шлаков. Нейтрализация токсинов, выведение шлаков, уменьшение газообразования в кишечнике. Скорее всего, вам известно, что данные свойства укропа используются и с целями облегчения кишечных колик у грудных детей. Сюда же можно причислить и улучшение перистальтики кишечника. Успокаивающее действие. Успокоение психики и нормализация сна. Укроп действительно является действенным средством, способным настроить человека на положительные мысли, улучшить его сон. Специальные измерительные приборы, подключенные к пациенту, после регулярного, в течение 2 недель, употребления им укропа или его семян, в которых концентрация ценных веществ еще сильнее, доказывают это. Сердечно-сосудистая система. Устранение сбоев в работе сердца. Лучше всего это заметно на примере аритмии. Вещества, содержащиеся в семенах укропа, способны избавить от нее за несколько дней, укрепив сердечную мышцу. Повышение иммунитета. Укрепление защитных сил организма, иммунной системы. Это, опять-таки, происходит благодаря удивительному составу семян, в которых очень много витамина С, цинка, магния. Общеукрепляющие свойства укропа известны с давних времен, и они активно используются народной медициной. Противовирусное действие. Известны семена своими противовирусными и антибактериальными свойствами. Они помогают в лечении простудных заболеваний, но еще эффективнее в их действенной профилактике. Укроп противостоит ОРЗ, гриппу и прочим аналогичным недугам не хуже аптечных специальных препаратов. Антибактериальное действие. Антибактериальное воздействие четко прослеживается и при заболеваниях мочеполовой системы. Но не только в этом плане, а и в вопросах восстановления либидо и потенции. Очищение сосудов. Семена укропа отлично чистят сосуды, что является надежной профилактикой атеросклероза, тромбофлебита и прочих похожих опасных заболеваний. И совсем недавно было доказано на научном официальном уровне, что вещества, особенно кислоты, содержащиеся в семенах, улучшают состав крови. Желчевонное средство. Укроп – желчевонное средство. При нарушенном оттоке желчи он очень положительно влияет на состояние больного, мягко нормализует тонус желчного пузыря и функцию печени. Но, осторожно, при камнях в желчном, не злоупотребляйте этим ценным свойством. Простудные заболевания. Бронхит и даже воспаление легких будет значительно проще победить, включая в свой рацион укроп. Здесь в игру вступают его антибактериальные и противовоспалительные способности. Но вот при кашле, для меня, лучшее лекарство – это трава-мать и мачеха, которая помогает при всех видах кашля. Повышение лактации. При нарушении лактации, в том числе и по вине стрессовых ситуаций, укроп поможет наладить и качество молока тоже значительно возрастет, как и его количество. А еще укроп по свойствам будет немного напоминать укропную воду, предотвращая чрезмерное газообразование в кишечнике у ребенка. Для повышения лактации лучше применять укропную воду, самое важное знать, как правильно приготовить укропную воду. Косметология. Не стоит забывать и об уникальных косметических свойствах данного продукта.
Он обеспечит всегда приятный запах изо рта, красивую гладкую кожу, идеально здоровые ногтевые пластины, крепкие волосы. Противопоказания к употреблению укропа или препаратов, изготовленных на его основе, существуют ли они? Скажем так, нет ни единого продукта или лекарства, которые не имели бы хоть каких-нибудь противопоказаний или побочных эффектов, хотя бы минимальных. Укроп и его плоды, коими и являются семена, не исключение. Вред семян укропа для организма. Следует ограничить потребление семян и полностью, либо частично, отказаться от средств на их основе, если у вас есть, так как они способны снижать артериальное давление. Гипотоникам такое свойство совершенно ни к чему. При его падении до показателей еще ниже, возможно ухудшение самочувствия, головные боли, головокружение и даже обмороки. Они возможны даже на укроп, который считается гипоаллергенным растением. Хоть и наблюдаются чрезвычайно редко. Усиленная выработка желчи и ее отток могут спровоцировать их отхождение и полную закупорку желчных протоков. Это очень опасно, и без специализированной медицинской помощи в таком случае, скорее всего, не обойтись. Беременность– особое состояние, требующее повышенной осторожности во всем. И хотя явных противопоказаний для укропа оно не предполагает, семена укропа следует употреблять под контролем. Как приготовить укропную воду и как принимать? Ее можно приобрести в аптеке. Или же приготовить самостоятельно. А как это сделать правильно, мы сейчас разберемся. 1. Взять качественные чистые семена укропа. Измельчить их при помощи блендера, либо кофемолки. Существует такое мнение, если измельчить семена укропа, то их действие будет более эффективным. Я готовила настой из семян укропа и укропную воду, не измельчая семена и измельчая, особой разницы я не увидела, поэтому делайте так, как вам удобно. 2. Приготовить крутой кипяток. 3. Положить семена в фарфоровый чайник или стеклянную банку, залив их кипятком. Иногда их томят на водяной бане, но это совсем не обязательно. 4. Настоять семена не менее половины часа. 5. Процедить, перелить в чистую банку. Хранить под крышкой в холодильнике не более 48 часов. Это максимальное время хранения отвара, настоя или укропной воды. Но лучше каждый день готовить свежую порцию полезного напитка. Перед употреблением обязательно подогреть. Употребление рекомендуется в теплом виде, не в горячем виде, а именно в теплом. Соотношение ингредиентов примерно 2-3 чайных ложки семян на 1 литр чистой питьевой воды. Правильное соотношение 250 мл. Воды и 1 чайная ложка семян. Для своих детей я использовала такие пропорции. Но для начала сделайте менее концентрированную укропную воду, постепенно можно довести приготовление укропной воды до правильных пропорций. Правильнее, конечно, было бы спросить у своего педиатра. Как заварить семена укропа, отвар и настой, как приготовить настой, мы рассмотрели выше. Принцип приготовления отвара схож. Но для этого необходимо потомить семена на водяной бане около 10-15 минут. Отвар тоже принесет пользу при коликах, снижении иммунитета, при цистите, как мочевонное и желчевонное средство, а вот для лечения желудка лучшим средством, по крайней мере для меня, являются семена льна, которые при правильном приготовлении оказывают положительное действие уже на следующий день. На этом закончим наш ролик. Не забудь подписаться на канал и поделиться роликом с родными и близкими. Главное, будьте здоровы!